Ребята, а помните такой российский варгейм, называется «Битвы фэнтези»? Ну, с миниатюрками, замками, маленькими стреляющими пушками, карточками магии. Не помните? Я помню. Оказывается, они все еще существуют, и недавно я прикупил себе немножечко их миниатюр. И игр в коробке. Я понимаю, что за один видос подробно рассмотреть такое количество фигурок невозможно, поэтому далее на канале будут более подробные видео с самыми интересными наборами. А начнем мы с паладинов, хранителей добра и света. Выглядят они без упаковки вот так. Скульпты разнятся в качестве, у кого-то хорошо сделанные лица, у кого-то лица нет вообще. А вот у этого парня оружие вообще длиннее ноги, поэтому он постоянно шатается, когда я пытаюсь повернуть платформу. От одного из них я покрасил для того, чтобы лучше разглядеть скульпт. Теперь давайте сравним его масштабы с космодесантниками. Видно, что миниатюры технолог достаточно большие по размеру. Следующие на очереди верховные эльфы. Такие вот интересные ребята с бердышами. На самом деле не видел такого образа эльфов нигде больше. И единственный минус — это швы, которые иногда проходят прямо посредине лица у миниатюры. Ладно, следующие на очереди у нас страшные скелеты. Вот такие вот. Почему-то они все стоят абсолютно в одинаковых позах. Прям напрашиваются на какую-нибудь конверсию. По крайней мере, они все стоят и не падают, когда я пытаюсь их покрутить. Орков у меня 2 упаковки, обе из которых испорчены наклейкой. Попробуйте погреть ее феном. Да-да. В общем-то, орки мои любимчики из всех миниатюр, которые здесь представлены. У них разнообразное оружие, разнообразные позы и даже некоторые царапины заскульпчены. Следующие на очереди это гномы. Без наклейки на этот раз. Тоже оружие разнообразное, позы динамичные, пластик зеленый. Но в целом выглядит тоже очень здорово и почти не шатаются, когда я их кручу. Что плюс? Для меня. Теперь рыцари тьмы. Вот такие страшные, скелетообразные. Если присмотреться, можно заметить у них одну проблему, которая есть у многих фэнтезийных рас. Молодые люди скелетоголовые и бочкообразные, в то время как девушка имеет обычные пропорции и обычное лицо. Вот так вот. В целом фигурки, конечно, тоже клевые и разнообразные, но все еще не орки. Все еще не орки. Следующие на очереди вполне стандартные фэнтезийные минотавры, которые отказываются стоять на платформе еще сильнее, чем паладины. Зато, если присмотреться, то у одного из них есть эльдарский меч. Правда, с масштабом какая-то беда. То ли это меч такой огромный, то ли минотавр совсем крошечный. Следующие миниатюры уже совсем не фэнтезийные. Первые — это гвардейцы, которые вполне могли бы быть проксачами для вальхальских ледяных воинов, если бы не их масштаб, опять же. Ну, может быть, за огринов сойдут. Дальше киберскелеты, этакие гибриды Дартов Вейдеров с терминаторами. Если честно, мне они не очень нравятся, можете поспорить со мной в комментариях. По-моему, этот набор самый слабый из всех моделей, которые я сегодня показывал. Теперь, наконец-то, перейдем к коробочным играм и полюбуемся на красивый бокс-арт и заднюю сторону коробки. Внутри у нас литники с фигурками. Каждый отряд на отдельном литнике. Пресловутые карточки магии. Страшенный уродливый кубик. Схема сборки для пушек. Пушки и террейн. Карточки магии не разрезаны. Итак, первый отряд из коробки. Не знаю даже, как их особо прокомментировать. Много разнообразных текстур на миниатюре, но эти тоже меня как-то не цепляют. То ли дело следующие ребята. Это такие индейцы, славянские варвары, конаны в лаптях. С этими ребятами в коробку затесались эльфы, на этот раз обычные эльфы, не верховные. То есть были верховные эльфы, а это обычные эльфы, похуже. Чмошные эльфы. Абсолютно отвратительный террейн. И я не знаю, зачем он вообще нужен. Ну, вот такой вот он какашечно-зеленого цвета и не менее какашечного вида. Что поделать? Пушка.
и снаряды. Пушки и снаряды в разобранном состоянии. Теперь в собранном. Собственно, ради чего мы все здесь собрались. И... Еще разок. Вот так. Вот так это должно быть. Другая пушка в наборе выглядит примерно так же, а вот катапульта уже отличается не только видом, но и принципом работы. Вы кладете на нее вот такой вот снаряд и мечете его вперед. Вот так. Нет, не так. Надо попридержать. В общем, вот так вы его кладете. Вот так вот нажимаете. И вот так вот он улетает. Запасные снаряды есть, а теряться они будут очень часто и очень легко. Поэтому я бы даже сказал, что мало запасных снарядов, надо больше. Подводя итог всему этому, хотелось бы сказать, что несмотря на то, что не все миниатюры, так сказать, абсолютные шедевры, в целом качество действительно неплохое, однако всей линейке не хватает какого-то особенного визуального стиля, какой-то, знаете ли, изюминки. Далее на канале я сделаю более подробные обзоры конкретных миниатюр, возможно, сделаю ту самую конверсию со скелетами. В общем, оставайтесь на линии. Увидимся!